Сегодня с вами должен я проститься, друзья и братья, солнце и пшеница. Мигель Эрнандес. Всем привет, меня зовут Роман Жарков, в эфире радио Бетананды. И когда-то я посмотрел на ютубе видео «Как стать психологически устойчивым». Это видео площадки TED, а точнее там как-то у них подплощадка есть, да, TEDx. И там женщина минут 15-20 рассказывала свою жизненную историю и давала какие-то советы аудитории. Тогда, это было, наверное, пару лет назад, я сделал себе заметку, что когда-нибудь для вас сделаю видео, а теперь, когда началась эра подкастов, вот само то. Что такое эта площадка TED, особенно TEDx, как теперь я вам охарактеризую эту площадку? Что TED — это, на мой взгляд, исключительно такое американское явление, как если мы смешаем, вот возьмем 3 американские инфекции. Вот сейчас тема вирусов снова на слуху у всех, да, вот вирус тоже мутирует, штаммы новые появляются вируса. Ну вот как он тоже мутирует, да, один и тот же вирус. В видео про Тони Роббинса я уже рассказывал, как все эти тренинги выросли, по сути, из такого явления, такого вируса, как телеевангелисты. А здесь мы возьмем вот 3 этих, можно сказать, 3 инфекции, а можно сказать 3 штамма, да, одного и того же вируса. Это клуб анонимных алкоголиков, стендап и тренинги успеха. Вот совместите эти 3 явления вместе, и вы получите площадку TEDx. Выходит как комик на сцену, да, иногда он шутит, иногда он как тренер успеха говорит: да, нет, есть в зале у кого было так, поднимите руку, весь этот аттракцион. И, конечно, делится какой-то, зачастую тяжелой историей или периодом в жизни прошлым, что здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, и я вот пережил вот такое-то. Это я описал площадку. А в этом видео женщина вышла, она сначала сказала, что много у нас привычек плохих, которые нас разрушают, например, зависть к жизни других. Мы смотрим в Инстаграме, как у других все классно, а когда у нас самих черная полоса, а не белая, нам это все тяжело, и все это как-то нас разрушает. После этого она рассказала свою личную историю, что у нее все было замечательно, прям американская мечта, но в 23 года, по-моему, мама ее умерла, а через 3 года муж. После этого снова замуж вышла, и там уже у отца мужа, там рак или что-то такое. Да? Вот такая вот у нее пошла полоса, череда такая. Все слушают такие, да, это не позавидуешь, да, соболезную. А после этого она опять перешла на простые привычки. К этому времени уже выяснилось, что она сама психиатр, поэтому она вроде как знала, как справляться с таким колоссальным стрессом, но тоже это все ей давалось нелегко. И вот она нашла секрет, да, такой золотой ключик. Это надо избавляться от вредных привычек всяких. Завидовать в Инстаграме людям. И стала приводить примеры, видимо, из собственной практики, из практики ее клиентов, как там один мужчина убивался, то ли по своему весу или что-то, все, депрессия ужасная, но нашли они вместе выход, заменить Кока-Колу ему на диетическую Кока-Колу, и все. И у него уже через год мощнейший форсаж пошел, и в весе сбросил, и здоровье показатели улучшились сильно. То есть небольшое даже ограничение чего-то, да, принесло пользу. И все, и на этом выступление заканчивается. Конечно, смешанные ощущения. С другой стороны, из-за того, что рассказана такая тяжелая личная история, как-то некрасиво это будет как-то осуждать или критиковать, или называть это как-то ерундой. И я думал, а как объяснить, да, что там на сцене произошло. И тут перед записью подкаста я решил посмотреть комментарии под видео. Там наш русскоязычный глобус прекрасно со всем справился. Я сейчас вам прочту некоторые комментарии. Значит, поскольку там было много негативных комментариев, то появились и защитники. Самый продвинутый авангард человечества, которые написали: тем, кто не понял, идея TED в том, что каждый может рассказать свою историю, уникальную, именно личную. Это не научная, здесь он мат написал, конференция. Если кто-то с таким подходом не согласен, что он тут делает? Кроме как просто поднасрать. А ниже ребята уже ему с юмором замечают: ваш комментарий оказался очень вовремя, спасибо.
Спасибо, что прояснили, это важно. Я пошел отсюда. Личные истории – это отличный способ манипуляции. Другой комментатор пишет. Заголовок звучит как-то по-другому. Нет ни слова о том, что большая часть ролика – личная история. Ну, то есть по заголовку непонятно. Заходишь посмотреть, как быть психологически устойчивым, и начинаешь слушать какие-то жизненные истории. А потом слушать, как Кока-Колу заменить на диетическую. Так, что большая часть ролика личная история. Хочешь истории, спустись к бабкам на лавку или к бомжарам на вокзале, там тебе таких историй порасскажут. А вот, что называется, с языка снял, целая аудитория сидит, там люди пришли, я не знаю, там, ну, наверное, бесплатно проводятся, или там билеты купили. Ну, как на Тони Роббинса, знаете, пришли послушать мощную там истории личные, и все сидят под впечатлением. Поэтому я назвал это типично американским явлением, что все серьезно. А на сцене, ну, по сути, просто вот нашим бабкам, да, особенно в советское время, когда выходишь, там они всегда сидели на лавочке около дома. И, пожалуйста, да, на сцену их просто телепортирую, и там такая жара начнется. Также и с бомжами. Ну, я сам знаю истории некоторых бомжей. Там истории как одна тяжелее другой. Когда человек стал бомжом не потому, что вот он там... Не потому, что он там или захотел, или спился, или был дураком, да? А просто после смерти матери родной брат так все ушленько сделал, что переписал на себя жилье, ну и все. А брата родного на улицу выбросил. Прям все. Заменил ключи, и с завтрашнего дня ты никто, и звать тебя никак. Хотя еще вчера были родными братьями, вроде как. Даже любили друг друга, помогали друг другу. Ну и таких историй масса, да. Или когда там родной брат родную сестру из-за квартиры, вот тоже после смерти мамы, выбросил на улицу сестру-инвалида. Ну, поэтому здесь, ну, можно понять, да, этого комментатора. Другой комментарий. Видео о силе духа и о том, что зависть в Инстаграм вводит многих в депрессию. Какие пагубные привычки вам мешают жить? Ну, это человек защитил видео, да, и поднял такую мощную тему, что зависть в Инстаграме вот доводит многих до белого коленя. Не до белого коленя, а до трагедии. Уже уровень, да? Другой комментатор написал. То есть американская мечта – пагубная психологическая привычка, от которой надо избавиться. Ок. Ну, тоже хорошо пошутил, что по сути, да, там все видео было. Ну, и если подвести суть, ну, все ясно, да. Американская мечта – это пагубная психологическая привычка. Дальше комментарий. Тед действительно научил меня тому, как смотреть его видео. Включаешь видео и просто листаешь комменты. И вот для сравнения, еще там одно в предложенных сразу видео предлагалось, тоже с площадки TED, как понять, чего вы на самом деле хотите. И там комментарий такой показательный. После того, как она сказала то, кем она является, коуч по развитию карьеры, я от смеха упал под станок на заводе. Этот TED сломался, несите новый. Действительно, ребята очень быстро подметили в комментариях, что как-то то ли ты всегда был таким, то ли скатился, но по сути все, кто там выступает, вот такие истории рассказывает личные, трагические. Тот психиатр, тот коуч по развитию карьеры, да, тот это, ну, что называется, не забудь записаться на консультацию. А вот теперь, а что же хочу сказать я по этому поводу? Почему, когда я посмотрел это видео, решил какой-то отклик дать свой? А потому что в одном из видео я уже наметил такую мысль, что все эти тренинги, вот эти коучи, люди там ходят, тратят деньги на это большие, смотрят какие-то лекции без конца, просто чтобы, ну, на самом деле, чтобы подзарядиться, какую-то эмоцию поймать. Но сами посудите, что такое бизнес, успех? Это, ну, основная, да, тема тренинга, там личностный рост и так далее. Это все интеллект, это царство разума. И при чем тут эйфория? Ведь многие тренинги, они вроде как дают информацию, но то люди туда приходят как на концерт, да, подзарядиться, эйфория. Да, там, Тони меня зарядил, сейчас я пойду горы сверну. Торговля эмоциями, понятно, она всегда. Люди готовы отдавать деньги, чтобы там прокатиться на американских горках, чтобы посмотреть какой-то фильм, который их тронет. Эмоции – это старый добрый товар. Интеллект – товар более редкий, потому что, ну, и потребитель его более редкий. Тем не менее, если ты хочешь, ну, что ли, становиться, да, входить в элиту, не знаю, в рейтинг журнала Forbes, то ты уже должен как минимум привыкать как-то интеллектом ворочать. То есть интеллект, холодный расчет, да, но это никак не связано ни с эмоциями, ни с эйфорией.
А в одном из видео вот такую я мысль наметил, что возьми ты книжки, вот серия и была, и есть прекрасная у издательства «Молодой гвардии», кажется, ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». И окунись ты в мир культуры. Культура, у нее даже нельзя сказать, какую она функцию несет. Там этих функций миллион для нас, для нашего питания, для нашего развития. В том числе мало одних произведений искусства. Просто узнай, как жил их творец, как он создавал эти произведения искусства. И ты откроешь для себя океан вдохновения. Ты увидишь, что все, что было только возможно, люди пережили. И по-разному. Кого-то это сломало, а кого-то нет. Ты можешь... Вот нравятся тебе уже какие-то деятели искусства, или вот там писатели, музыканты, ученые, деятели, да, в целом культура. Религии, искусство, науки. И изучи ты их биографию, хотя бы поверхностно. Узнай, как они жили, через какие тяготы они жизненные прошли. И я вот, небольшие примеры вам зачитаю. Вот Гофман, да? Мы знаем, кто такой Гофман. Писатель, да, вроде. Писатель, какие-то вот эти сказки страшно писал. Вообще Гофман был, он и композитором был, и художником, и писателем. Много кем он был, но всю его жизнь его тяготило то, что он не мог этим зарабатывать. Он не мог зарабатывать искусством, творчеством. Хотя после его смерти его творчество стало наследием мировой сокровищницы. Кто-то, конечно, и при жизни ценил, но это очень мало людей было. А он просто был вынужден, чиновником. Вот все по юрист, суды, вот как на службу, на госслужбу ходил. И получается такой график. С утра иду на службу, вечером в винный кабак. После этого уже в ночь прихожу домой. И вместо того, чтобы спать, сижу и пишу какие-то вот эти страшные сказки, от которых у него самого иногда волосы дыбом вставали. Такие как видения, да, может быть, в алкогольном бреду какие-то были. И в итоге с утра он, не выспавшийся, опять уже сидит там, в 9 утра или во сколько они начинали на работе. Опять весь день там подсчеты какие-то, там эти все судебные вопросы юриспруденческие, и так далее. Может показаться, что ты еще пил зачем-то это вино, сам себя, значит, и это погубил там, наверное, напивался, не использовал какие-то возможности. Но если хотя бы краешком глаза заглянуть в его биографию, когда ему было 3 годика, родители разошлись. То есть семья накрылась тазиком. Все попытки как-то зарабатывать на жизнь искусством несли в итоге ему бедствие и бедность. Оперу он написал первую, ее поставили, в местном театре, где он жил, и она даже начала пользоваться. То есть поставили, видимо, 1 раз, да, было выступление или 2, начала пользоваться успехом у публики, но пожар вместе с театром, то есть сгорело все, и театр, и уничтожает всю и партитуру произведения, и все, и вовлекает его, все, в общем, сгорело. Да, тут маэстро дал слабину, ушел, как сейчас говорят, в депрессию, алкоголь употреблял. Но позднее он создает новую оперу. Она начинает, прям победоносное шествие начинается по театрам Германии и завершено очередным пожаром. Теперь на этот раз огонь уничтожил все декорации, никто это не захотел восстанавливать и так далее. Все. И вот каждый раз, у него вся жизнь такая. Мы просто сейчас выберем, да, несколько фрагментов. В отношениях тоже беда, хотя со временем встретил достойную женщину, но их единственная дочь, Цицилия, уже умерла в возрасте 2 лет. И так тоже, если мы будем холодно это читать, как короткие сводки, да, умер ребенок, тогда смертность детская была высокая, жаль, и все. Но если мы начнем читать именно биографию Гофмана, то мы узнаем, как это все было, мы сможем войти, влезть в его шкуру. Что это не просто ребенок умер, заболел или что-то, там, я уже плоховато помню, но если не ошибаюсь, это как раз наполеоновские войны, и там эта Германия разделилась, он в одном месте, в городе, где пожары, что-то захвачено, он не может, жена с ребенком в другом, они разделены этой войной, и в результате ему то ли письмо приходит, да, только что дочь умерла, он даже и приехать не может, там, трагедия на трагедии.
И вот через такую вереницу событий, да, он приходит к такому графику, днем нелюбимая работа. Просто знаете, сейчас у нас тоже, да, многие, вот я страдаю, у меня работа нелюбимая. Вот, наверное, это не мое предназначение, я вот хочу понять свое предназначение. Ну вот хорошо, мы понимаем, предназначение Гофмана, но это человек творчества. Ну кто с этим будет спорить? Ну вот если говорить, что у человека вообще возможно какое-то предназначение, неважно, да, сам он его создает или вот, ну для чего человек, что ли, родился. Ну, это творческий человек. Вот музыка, рисунки, проза, ну, это его. Достоевский всего Гофмана до дыр зачитал. И в переводе на русский, и как это, ну, и на языке оригинала. Ну, есть такие, да, писатели, которые мощный вклад делают. Даже если их творчество, казалось бы, вот там он в этом, ну, в дурном состоянии сознания писал, да, и какое-то оно пугающее, еще что-то. Но если это талантливо, там есть чему поучиться. Это оставляет след в культуре. Ну и вот все. Давайте зададимся вопросом. Он знал свое предназначение? Ну да, он об этом только и мечтал. Он всю жизнь хотел заниматься. Вот. Он, конечно, за разное брался, да, у него любовь была вот первая и музыка, и оперы, и картины он рисовал, и писал. Но постоянно, ну, то есть что получается? Человек знает, чем он хочет заниматься, у него это получается, он талантлив, но даже не то, что признают. Вот, пожалуйста, публика порадовалась, но все сгорело. Да? И человек всю жизнь проработал не просто на нелюбимой, на ненавистной ему работе. А финальным аккордом стала болезнь спинного мозга. Там его уже паралич начал сковывать постепенно, потом полтела не работало, и в последние годы он уже даже самостоятельно писать не мог, то есть руки, видимо, начали отказывать, и текст он диктовал. То есть он продолжал творить, он лежал, сочинял свои новеллы и просто их диктовал. До тех пор, пока паралич полностью тело, ну, до шеи не дошел. То есть все тело парализовало, только голова еще, ну, как-то вот, хоть как-то функционировала. Он в тот день проснулся, почувствовал себя абсолютно здоровым, ну, потому что уже не ощущал боли. Паралич подошел к горлу. И на следующий день его не стало. И вы знаете, ну так любого. Вот Моцарт, там такая вереница смертей. А его самые вот эти знаменитые симфонии, которые мы знаем, ну, 39-я, 40-я, 41-я, как он их написал? Я вот в ютубянском человеке рассказывал. Жена болеет, проблемы денежные очень серьезные, они уже переехали в загородный дом, дочь умерла. Ну, вообще у них из 7 детей только 2 выжили. Да? 5 детей похоронили, там, отца, там, я же не помню. Ну, там вереницы смертей. И человек не пошел даже тут в винный погреб. Он стоически сносил это горе и написал 3 великих симфонии. Обогатил, украсил мир. Конечно, их можно даже обвинять, потому что, как Констанция, кажется, его жену звали, они жили на широкую ногу, когда он был как на пике популярности. И доходы были такие огромные, что они устраивали вот как это, балы, да, светские рауты, где каждому гостю просто дарилась какая-то брошь бриллиантовая. Ну, там волосы или что-то, ну, как заколка с бриллиантами. Просто в подарок раздавались. Но жизнь переменчива, да, наступила и черная полоса. И кому бы он там письма не писал, кажется, там собрату масону одному он писал, там умолял просто в долг еще дать, когда жена вот больная, ребенок умер, по счетам надо платить. Бах, да, казалось бы все. О, Бах, там, Иоганн Себастьян. В 9 лет мама умерла. Через год отец умер. С первой женой 7 детей у них было, да, 3 из них еще в детстве умерли. Ну, потом жена умерла. Когда ему по 35 лет, они, по-моему, примерно ровесники были. Он остался вот вдовец с 4 малолетними детьми. И это не то, что даже она болела, знала. Он вообще уехал там в какой-то другой город, ну, по работе, по делам. И о ее похоронах он узнал только, когда вернулся вот домой. Там не было возможности как-то, наверное, сообщить, телеграмму послать. Просто ты уехал, возвращаешься и узнаешь, что все, ты вдовец, и у тебя еще 4 маленьких детей. Со второй женой у них там аж 13 детей родилось, но из них 7, да, в детском возрасте умерло.
И мы понимаем, что мы можем сказать, ну да, ну тогда такие времена были, медицина не на высоте, что даже вот люди, что ли, такого сословия аристократического, дворяне, да, аристократы, так или иначе, даже если они там в долгах были, но это можем представить, а какова же была жизнь там, не знаю, крепостных, да, или там прислуг, ну, низших сословий, через что они проходили. Но даже здесь мы понимаем, что смертность детская была высока. И мы можем сказать, ну, наверное, люди как знали, что так бывает, так у всех, да, и, может быть, им поэтому легче переносить. Но твой ребенок — это твой ребенок, ну, представьте, если со второй женой у Баха, да, 7 детей в детском возрасте маленьких умерло, и с первой женой 3, это 10 детей ты своих похоронил, стоял на их могиле, ну, это же, ну, вообразите себе это. Согласитесь, это, ну, это не тот уровень, когда мы можем говорить, что зависть, зависть, как в Инстаграме, да, приводит к депрессии. Я это к чему веду? Это же жизнь, она, ну, вот такая, да? В ней же как и очень хорошее, и горе много, страдания. И как раз сейчас, можно сказать, по окончании Второй мировой войны, с возникновением ядерного паритета, ну, мы все как-то подрасслабились. Еще эти фильмы, все вот эти американская мечта, и создается у поколения такое впечатление, что жизнь — это вот... Давайте я вам вот прямо здесь зачитаю, подготовил для вас цитату. У Николая Рериха есть статья о здоровье. И там вот замечательная у него так она начинается. Некий житейский дядюшка завещал племяннику своему: «Люби самого себя больше, чем ближнего своего. Не делай сегодня того, что можешь сделать завтра. Никогда не делай сам того, что можешь заставить делать других. Не плати долгов, покуда не наступит на горло. Помни, создан человек, чтобы лежать на мягком, сосать сладкое и слушать приятное. Главное же помни, что без желудка ты существовать не можешь». Дальше Рерих там замечательно развивает мысли о здоровье, о грядущих проблемах, которые встают перед человечеством, как это отражается в целом и даже на разновидностях болезни, да, что помимо болезни желудка мы узнаем что-то, что нас обращает немного повыше, в район легких, сердца, горла, головы, болезни мозга. Даже сами болезни, сами вызовы новые, которые человечество встречает, да, как-то поднимают, что ли, вверх. Тогда как раз начали нарастать респираторные заболевания, все, что связано с дыханием, с горлом, это не всегда, что называется, было. Да? Каждому веку свои болезни, можно так сказать. Но вот действительно, как вот этот дядюшка, да, который там, как он сказал, для чего создан человек? Лежать на мягком, сосать сладкое и слушать приятное. Но я вот смотрю в мир, да, в окно, через интернет, вот разные какие-то передачи, поколения новые, общаюсь с друзьями, узнаю что-то от них. Там кто-то преподавателем работает, да, там детей наблюдает всех возрастов. Ну, действительно, такое ощущение, что вот сейчас люди в это поверили. Вот так и считают. То есть хорошо это как? Это я лежал на мягком, я сосал сладкое, я слушал приятное, и тут вдруг бац, там неприятность какая-то пошла. Потом вторая, третья, все, депрессия, ужасы. И я к тому и веду, что мы подрасслабились. Подрасслабились, вероятно, стали инфантильнее. Считаем жизнь чем-то, я не знаю, что действительно как-то для удовольствия создано или должно приносить удовольствие. И в идеале, если все умело организовать, да, то вот будем лежать на мягком, сосать сладкое и слушать приятное. И вся обида, что не у всех это получается, потому что есть проклятые там, не знаю, буржуи или эти элита, да, которая вот так живет, а нам не дает. А нам не дает, но если мы ее свергнем, вот тогда мы и так же и заживем. Да, так же заживем. Сможем все лежать на мягком, сосать сладкое и слушать приятное. А про какой-то культ труда, про вот это вот
молотом махать и строить там БАМ, да, или там пятилетку давать за 3, вот про это нам не надо. Нам надо вот все. Как там у арабов каких-нибудь, вот они нефть нашли, и всем раздали, и у всех на счету, хорошо, и вот что хочу, то и делаю, и лежу на мягком, и сосу сладкое, да, и слушаю приятно. А захочу поиграться, открою свой бизнес, а захочу там заниматься этим, вот это сделаю, захочу учиться там на того-то, вот поеду, потому что у меня есть деньги на счету, государство обо мне позаботилось. Ну, в целом, согласитесь, вот такие же настроения действительно витают. Ну, не витает в воздухе настроение, что жизнь это просто, ну, молотилово адское, да? Что-то вот до 7-го пота, да? Что-то вот сквозь кровавый пот, ну, через кровавый пот ты чего-то добиваешься в этой жизни. Ну, и отсюда понятен спрос на все эти тренинги, на все эти секты, где рассказывают, на все эти там медитации. Закрой глаза, представь, прочитай мантру привлечения богатства, наладь контакт с энергией Лакшми, да, прими там какой-нибудь этот образ жизни определенный, мысли на благо, желаю всем благодарности. И в итоге что? В итоге ты будешь лежать на мягком, сосать сладкое и слушать приятно. Вот теперь вернемся к Баху. Потом у него зрение стало хуже. Ну, он продолжал еще музыку сочинять, уже диктуя ее своему зятю. А потом туда приехал какой-то врач в их город, в Лейпциг. Ну, вроде как вот современные исследователи говорят, шарлатан. Шарлатан, ну, этот как, ну, типа офтальмолога, да, ну, кто по глазам спец. Провел ему 2 операции, прооперировал Баха, и все, Бах остался слепым, и вскоре там он перед смертью как раз прозрел ненадолго, и уже случился удар, и он умер. Вот, возможно, причиной смерти как раз осложнения после этой операции стали. И это вкратце, да, это биография, это вот, ну, даже книжечка ЖЗЛ, ну, книга, да, это томик. Хотя и там всегда все вкратце. А мы сейчас по верхам пробегаем. А Бетховен, да, композитор, его жизнь — это музыка, и он оглох. Собрался и продолжил сочинять. А вот был бы Инстаграм, да, заглянул бы он в Инстаграм, увидел, как все у всех хорошо. Как хорошо у Моцарта, как хорошо у Баха, как хорошо у Гофмана, все. И впал бы в депрессию. Лев Толстой, ну, что мы о нем знаем? Зачастую, если хоть что-то знаем, какой у нас образ? Ну да, что-то там этот аристократ, дворянин, барин, который там что-то веселился, кутил, все там имения попрогулял, а потом вроде как за голову взялся, стало ему стыдно, и вот начал там нравственные книги писать, да? Ну, давайте хотя бы краешком заглянем в его биографию. Ну, вот когда ему еще 2 лет не было, мама умирает. Через 7 лет после этого там отец умирает. То есть это ребенок, да, который уже в 9 лет без мамы, без папы. И дальше начинают с рук на руки переходить от одних опекунов к другим. Ну, там где-то родня, где-то еще что-то. Кто-то из них были замечательными очень людьми. Ну и опекуны, у которых живут дети, тоже умирают, сменяются. Ну, вот прямо как карусель, да, ребенок, что называется, ну его там, как сестры, там, братья, я не помню, сколько их было в семье, ну, по рукам просто ходят, переезжают с одного города в другой, поэтому к новому опекуну, там, то сестра отца, да, то какая-нибудь, не знаю, там, бабушка или еще кто-то. То есть дети уже растут, вот, все равно, они не знают, что такое вот материнская любовь, забота, да, вообще тепло родительской семьи, именно когда есть папа, мама, помимо других родственников. Блистать, конечно же, он хотел, да, вот Лев Николаевич, но природная застенчивость мешала, отсутствие внешней привлекательности, да, тоже человек переживал. Это сейчас мы его знаем, как, там, великий Лев Толстой, или известный, на весь мир прогремел, один из лучших мировых писателей. Так что вот кратко, да, если уже резюме подвести, вот, ну, ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей». Как их только жизнь не молотила. И главное, что мы получаем срез исторический. Естественно, всех остальных молотило или так же, или еще сильнее, не говоря вот про низшие сословия. Просто великих людей мы знаем. Они для нас ценны, они что-то создали. И поэтому мы и о них, ну, была собрана информация. Там опрошены после их смерти, покажили родственники. И мы не можем знать, а как там жил какой-нибудь Иоганн с какой-то там улицы, ну, который ничем не известен. Как его жизнь молотила, да? Но через биографию великих людей мы в целом соприкасаемся с эпохой и можем себе хоть как-то это представить.
И понимать, что жизнь это, в общем-то, не лежать на диване, виноград трескать. И при всем при этом люди, проходя через вот такие испытания жизненные, трудились, творили и создавали шедевры, которые в целом очень жизнеутверждающие. И тот же Гофман, даже он, само его явление, то есть эти люди, это вот они подвиг совершали. Какие бы там он ужасные, что ли, рассказы не писал, но чего он хотел? Он хотел, творить, да? Он хотел заниматься искусством. И, конечно, хотелось ему и признания, да, и любви аудитории его. И он это делал. Поэтому даже паралич не остановил. Пока не умер, надиктовал новеллы последние. Это в целом позитивный заряд. Поэтому какие мои предложения? ЖЗЛ, да? Биографии великих людей, людей искусства, религии, науки. Да? Религия — это как житие разное. Это тоже очень интересно. Да все интересно. И главное, полезно. Еще и бесплатно. И это дает именно пищу интеллектуальную для размышлений, а не прийти на какой-то аттракцион, где тебя подзарядят. Или там, какую-то эмоцию вызовут, и ты подумаешь, да-да-да, надо над собой это работать, да-да-да, надо меняться, да-да-да-да-да, что-то такое. Чем еще хороши биографии великих людей? Известных, великих. Кто-то да будет вам нравиться. Да, философ этом древнегреческий. Вы найдете себе близких по духу людей, на кого хоть как-то в чем-то вы захотите равняться. И они станут вашей семьей навсегда. Причем семьей, которая вас питает. Во всех смыслах. Потому что когда у нас черная полоса идет, да, мы иногда можем, как инстинктивно, как ребенок, да, мы растеряны, и мы можем ждать какого-то, усиленного, что ли, внимания со стороны близких людей. И близких это в первую очередь, да, а уж тем более, и друзей. Но их также, какая разница, что он там в Инстаграме выложился, да, с улыбающимся лицом. Мы же не знаем, что у него там со здоровьем, с его близкими, еще что-то. Но всех молотит. Не бывает легкой жизни. Там богач он или бедняк, молотит каждого, мама не горюй. А если не молотит, так замолотит. Закончится белая полоса, начнется черная. Закончится черная, начнется белая. И так без конца. Временное затишье бывает перед бурей. И вот здесь я хотел бы поговорить о важности, что ли, семьи. Что такое семья? Вот тоже, как сейчас лежать на мягком, сосать сладкое, да, и слушать приятное. Так для многих сейчас семья, это, не знаю, мама, папа, я, вот так, да, и все. Или вообще мама, папа, а меня они не родили. Просто живут без детей, да, муж и жена. Тогда как, в той же Индии, да, в каких-то странах, вот что называется, менее развитых, что такое семья? Но опять же, такого восточноазиатского толка. Да это табор. Это человек 40. Эти братья, кузены, и там вот иногда, как в одном доме, да, кто может себе позволить, кто не в трущобах живет в доме, там вот эти все 40 человек и живут. От рождения до смерти. И они себя ощущают семьей. И как вы думаете, когда происходит какое-то горе, смерть одного из них, пожилого, среднего возраста, да, члена семьи, или, не дай бог, младенца, то вся психическая нагрузка от этого, она ложится на них на всех. То есть это нет такого, что мать и отец убиты горем, да, вот, похоронив ребенка. Их окружает еще 40 человек их семьи. Их собственные родители, там дедушки, бабушки еще, которые, да, уже там им, может, по 100 лет, хорошо, если дожили до такого возраста. Старшие помогают, они прошли через это, да, утешают младших. В целом ты все равно живешь в огромном доме, как огромном доме не в физическом плане, да, а в плане ты окружен родными людьми. Даже если у вас там отношения не очень. Но такое понятие семьи. И вот я уже не помню, где читал, то ли этот автор Шантарама, может быть, он в книге даже это упоминал, а может быть, в интервью, что как-то
одному индусу он сказал: слушай, индийцу, индусу. Индус это получается как последователь индуизма, да, а индиец это житель Индии. В общем, этот индус что-то ему там рассказывал, то ли о своем сыне с невесткой. А этот говорит: ну, а вы же при деньгах, да? Почему бы им дом не купить там собственный, чтобы они там жили? Ну, покинули как вашу семью, где вы там живете, там человек 30-40. На что индус, конечно же, посмотрел глазами уже ошалевшими и как-то сказал: знаете, ты что, хочешь как проклясть меня, да? То есть человек это как проклятие воспринимает, что какой-то член его семьи просто будет где-то жить, что мы не вместе будем. Что мы, семья, вот как-то разделимся вдруг. Когда у нас есть возможность быть вместе. Другие ощущения, да? Тут тоже мы такие, как последователи стали такого прям ярко выраженного индивидуализма, а с другой стороны, индивидуализм ли это, да? Или это вот как Иван и родства не помнящие? Плохие отношения, да, со старшими, и скорее бы скипнуть и, так сказать, начать свой самостоятельный путь и пробить дно точно так же. Ничего не утверждаю, да, но согласитесь, есть над чем подумать. Тут есть над чем подумать. Потому что если развить эту мысль дальше, то индивидуализму нужен коммунизм. Ты можешь вот как-то действительно быть самим собой, там что-то развиваться, свою вот индивидуальность все сильнее выявлять, работать в этих своих индивидуальных шахтах алмазных, только когда ты окружен людьми, вот, близкими, которые тебя там, вы друг о друге как-то заботитесь, поддерживаете, где все семья, где вообще все люди семья. Потому что тогда любое бедствие, любая катастрофа, она на нас на всех ложится. И нам вместе это легче перенести. А обратная ситуация подчеркивает лишь одиночество человека. Ту ситуацию, что человечество сирота. Ты просто одинок, ты не знаешь, кто ты. И поэтому, когда у тебя все более-менее складывается, ты радуешься. Тут там работа хорошая получилась, тут встретил человека любимого. Все у вас было хорошо, но как только что-то сыпется, вот как у этой женщины, да? Умирает мама, через 3 года муж, и все совершенно другими красками. И тут она сидит, смотрит в этот Инстаграм, где люди из себя что-то изображают, а эти все люди ей чужие. И дальше она озвучивает вот эту вот философию, я даже не знаю, как ее назвать, да, чтобы никого не оскорбить, не обижать. Может быть, это не американская философия, неважно. Вот такая философия. Оставаться чмом. Вот этим одиноким, индивидуалистическим чмом, которое вместо любви к человечеству, вместо выхода к людям, вместо того, чтобы становиться с людьми единой семьей, будет искать все какие-то привычки, заменять Кока-Колу на диетическую, и так, и как-то радоваться там каким-то успехам, что и он, да, скоро начнет лучше внешне выглядеть и сможет подкачать себе бицепсы, выложить в Инстаграм и снова вернуться в жизнь, где он такой же, как и все, вот все, там у него, не знаю, дом, красивая улыбка, да, и работа, там, не знаю, жена, дети. Но все человек делает вот от внутреннего, он в холоде, он как сирота, ребенок, и он таким и умирает. Это другая мотивация. Ему потому и сложно. Это даже не зависть. Он смотрит в Инстаграм, где у всех все хорошо, а там-то люди эти чужие, они ему не семья. И он в глубине не чувствует своей связи с человечеством. Это другая идеология, другие вообще идеалы. В каком-то смысле нам чужды, я здесь, наверное, что-то вроде как славянские народы, да? Потому что тут у нас, в крови прям вот это братство. Потому что семья, сердечные друзья, они нас, так или иначе, это мы выходим на понятие братства.
Вот почему я, ну и коммунизм упомянул в самых его лучших проявлениях, таким, каким он может быть. Где ты любишь людей, что это значит? Это значит, что внутри тебе просто люди нравятся. Человечество нравится. Несмотря на все ужасы. Потому что без любви тебя ужасы будут угнетать. Ну, они тебя раздавят. Ты будешь видеть, что люди сделают с людьми, там, рабство, да, насилие, убийство ужасное, ну чего только нет. Но если ты не чувствуешь вот своей связи с человечеством как с семьей, тебя все это просто раздавит. Ну, если, конечно, у тебя есть интеллект, чтобы вообще об этом подумать. И сердце, да, чтобы хоть как-то этому сострадать. Но пока такого нет, пока человечество все-таки, мы не можем сказать, что мы тут все прям семья и братья, у нас тут отличный такой духовный коммунизм. Вот и простой мой совет, да, такой, основанный на своем же тоже жизненном опыте. Сблизься с великими людьми, почитай ЖЗЛ. И как минимум ты сэкономишь себе время на всех вот эти какие-то коучи там, назовем, ладно, не вещи своими словами, назову вещи так, как мне это хочется назвать, просто дебилизмом. Какая разница, что этот там коуч зарабатывает там миллиард, да, в месяц на этом? Ну и что? Дебил заработал на дебилах. Кому от этого стало лучше? Вот этим индивидуалистическим одиночкам. Это ж почему вот я говорил, что это американские явления. Вот это анонимные алкоголики. Кто главный герой клуба анонимный алкоголик? Одинокий анонимный алкоголик. Он никому не нужен. Стендапер это кто? У нас заметили, стендап не очень развивается. Потому что у нас люди больше любят сценки. Когда минимум 2 там актера что-то изображают. Юморят. А это просто не наш, он потому что изначально заточен, да, это же такой американский продукт. То есть он выходит, не только американский, англосаксонский продукт. Этот стендапер, да, вот как у них там это создано, он выходит, это такой как бы циник, который там, и начинает чмырить там. Политика, там, религия, все дерьмо. И сам я, и вы все, кстати, мои зрители, вы тоже, да, все говно. Но мне тут надо подзаработать деньжат. Так часто они любят шутить, например, цинично. Но и это пользуется спросом. Почему? Потому что он создает образ, что вот можно быть все-таки таким одиноким внутри, неудачником в этом смысле, да, несчастным. И держаться молодцом. И каждый в этом себя узнает. Каждый так бы хотел, каждый чувствует, что он уже на дне, что он одинок, что все ему чужие, но вроде как можно при этом, оказывается, браво выглядеть. И стендап-комик создает вот этот такой образ. Мол, все нормально, братишки, вертел я все это, знаете где. И третье, что там? Эти тренинги успеха, это вообще смех. То же самое. Я там бизнес-тренер, я акула, бизнес-акула. Это путь одинокого человека, именно одиночки, который есть одиночество как явление. Я, например, сейчас сижу в одиночестве, да, и мне отлично. А есть, где человек чувствует внутри вот эту какую-то тоску, грусть, одиночество, словно он брошенный, как ощущение сироты. Вот правильно сказать, сирота. И есть сирота, которая спилась, анонимный алкоголик. Есть сирота, которая шла к успеху и чего-то добилась. Это коуч, и теперь он нас научит. Как срубить на других денег. И третье, кто там? Стендап-комик, да? Это который к успеху не пришел, да, но научился обо всем этом шутить. Чтобы не умереть от депрессии, научился о ней шутить. То есть, да, и получается индивидуалисты в вакууме. Что этот комик на сцене, что этот коуч на сцене, что этот анонимный алкоголик, что вот эти выступающие на площадке TEDx. А счастье, оно же в братстве. Коллективное это дело, да, счастье. Тут здоровье счастья не принесет. Будь ты хоть здоровым, хоть богатым, и что? Как ты заполнишь дыру одиночества? Вечная изоляция, которая только подчеркивает все проблемы, обостряет. А силушки неоткуда черпать. Человек чувствует, что со временем силушки падают, потому что вот без любви к человечеству такой
когда это для тебя естественно, это для тебя не мысль, да? Это для тебя очевидно. И тебя не смутит никакой ужас отдельных представителей человечества, чтобы они не творили. Это просто нужно устранить. Мы просто не должны быть, да? Мы не должны быть больше зверями и друг другу волками. Но это и не значит, что мы должны выбежать, написать на лбу на шнурке «Иисус, добро, любовь» и с каждым обниматься, и всех сажать на шею, катать. Да? Потому что без культа труда это все фейк. И вот чем этот New Age, чем он засирает мозги, чем он опасен. Там люди вроде бы духовностью начинают заниматься, сейчас энергию разгоняем. Желают вроде только блага. Да? Даже Турсунов сидит со своей бандой, и они скандируют: «Я желаю всем счастья». Ну, согласитесь, это же намного лучше, чем бы они сидели, да, и говорили: «Я желаю всем смерти». Спасибо, что не смерти, да, но в этом во всем нет прям культа труда. Нет пятилетки за 3. Потому что как-то реально измениться мы как человечество можем только потихоньку от тысячелетия к тысячелетию. Потихоньку эти все, да, гуманные идеалы осваиваем. Трудолюбие. Потому что потому что трудолюбие, оно в себе заключает нежелание, естественно, эксплуатировать других людей. Мы все трудимся, мы все что-то производим для нас, для всех. Поэтому без вот каких-то высоких даже таких идеалов братских, без вот такой любви к человечеству, и сил-то у тебя никогда не будет ни на что. У тебя, в смысле, абстрактного человека. Откуда силы-то возьмутся? Откуда возьмется вдохновение? От того, что я посмотрю там, не знаю, Тони Роббинса или женщину, которая пережила период и теперь что-то там рассказывает, как ее клиент диетическую колу пьет, вновь и вновь воскресит и вернет к жизни только вот такие высокие идеалы. Братство, такой всеобщей любви, сострадания. Обычные. То есть, да, действительно, Иисус, добро, любовь, да, только не написаны на шнурке, а как грани трудолюбия, где основной работой является работа человека над собой. Он сам понимает, что надо улучшаться, надо как-то нравственные качества развивать. И можно оспорить, да? А зачем это все нужно? Там быть нравственным. Кто это вообще сказал про добро, про любовь? Так никто, да? Кукся дальше. Депрессуй. Только потом не жалуйся, что тебе силы некуда взять. Не пиши людям в комментарии, да? Что-то у меня тут не могу раскачаться, она как-то то ли лень, то ли депрессия, да, мощнейшая просто меня что-то так накрыло. Не могу. Какой-то нужен подзаряд. Так что вот ребята, да, писатели, даже такие как Гофман и даже как Эдгар По, страдающие, имеющие проблемы с алкоголем, все равно писали в целом произведения в фак-мажоре. Это 2 самые основные тональности жизни. Фак-мажор и шайза минор. И даже когда они, как мы видим, жили, иногда в полнейшем шайза миноре, произведения они создавали в фак-мажоре. И даже если сами произведения какие-то были мрачноватые или еще что-то, они все равно жизнеутверждающие. Эдгар По, я уже не помню, у него сколько, 4 жены, по-моему, на руках умерло. Только женился, счастье, уже там чехотка, что-то, все, и умерла. Там биография «Мама, не горюй» у Эдгара По. Бедность, нищета, вереница смертей любимых людей. И тем не менее он утвердил, да, он создал и жанр детектива, он много чего внес в мировую сокровищницу. Поэтому все равно его произведения, они в тональности фак-мажор. Теперь зачем я этот эпиграф в начале подкаста зачитывал? Стихи Мигеля Эрнандеса. Что это за стихи? Это такой был испанский поэт. Вы, наверное, о нем и не слышали. Хотя он, по-моему, приезжал к нам в Советский Союз. В Советском Союзе даже марки с его изображением выходили. Он, то есть, не такой известный, как там Федерико Гарсиа Лорка. Мы кого знаем из писателей, да? Сервантес там, это уже, да, величина. Но Мигель Эрнандес, конечно, величина поменьше. Но поэт талантливый.
И он по юности еще религиозным был, потом увлекся вот революционными идеалами, вступил в коммунистическую партию, ну и потом вот все, нацисты, да, фашисты. Он и писал стихи военного содержания, и воевал на фронте, насколько я помню. Там, да, непосредственно он участие в боях за Мадрид принимал, еще там что-то. И в итоге попал в плен, да, был заточен в тюрьму нацистами. И вот сейчас я вам небольшую биографическую справку о нем зачитаю. Так, да, вот там как раз в 1937 году он посещает Советский Союз в составе делегации деятелей культуры. В Валенсии публикуется его книга «Ветер народа» с подзаголовком «Поэзия на войне», а также 2 сборника драматических произведений. В октябре 1938 года, 1938, умер от истощения 10-месячный сын Эрнандеса. Его первый сын в 10 месяцев от истощения умер. В январе 1939 года родился второй его сын. Жена у него замечательная была, они любили друг друга, тут все хорошо. Когда республика потерпела поражение, фашисты арестовали поэта. Тираж его книги стихов «Человек в засаде», только что отпечатанный в Валенсии, был конфискован и почти полностью уничтожен. Друзьям, находившимся во Франции, удалось добиться освобождения Эрнандеса. Об этом рассказывает в своих воспоминаниях Пабло Неруда. То есть это его друзья были. Гарсиа Лорка, Пабло Неруда, тоже поэт испанский. Но когда он там добрался до родного города, уже он снова подвергся аресту и попадает в тюрьму, откуда ему уже не суждено выйти. В июле 1940 года его приговаривают к смертной казни, замененной в результате ходатайства многих представителей интеллигенции 30-летним заключением. Голод, лишение, разлука с женой и сыном, стремительно развивающийся туберкулез подрывает его физические силы, но поэт не падает духом. В скитаниях по тюрьмам он завершает самое совершенное свое произведение «Консьеро и романсеро разлук». Мигель Эрнандес скончался 28 марта 1942 года. На стене тюремного лазарета написал он свои последние стихи. «Сегодня с вами должен я проститься, друзья и братья, солнце и пшеница». За 2 года туберкулез сделал свое дело. И вот я сейчас немножко вам его стихи, самые последние, зачитаю. Вот на канале у меня недавно выходило видео, с песней «Заблудились навек». Это на его стихи. Стихи называются «Вальс влюбленных неразлучных навеки». Это тоже, это самые последние его стихи. Умирая уже от туберкулеза, истощенный, зная, что в тяжелом положении жена с маленьким ребенком. Вот этот вот «Консьеро и романсьеро разлук». Вот мы можем даже, чтобы как-то почувствовать его, они очень светлые стихи, очень солнечные, яркие, вот, настоящего испанца. И здесь, конечно, он пишет иногда о цветах и сравнивает цветов с детьми, и вот. Но и мы понимаем, там, где цветок один все-таки увял или что-то, да, что это он о смерти первого сына пишет. Вот самое последнее стихотворение из этого сборника «Прежде ненависти» называется. Я стихотворение не все буду читать, а вот в середине уже мы можем понять, как он себя там ощущал в тюрьме. «Посмотри на меня, закованного, оплеванного, отверженного, на грани мрака такого, густого и неизбежного. Голод и я, 2 брата, по духу и по крови. Решетка, стена, ограда, только из-за любви. Ласточка, солнце, лето, облако, воздух весь, день в оперении света, все то, что значило это, прежде убито, вздето, на крюк и зарыто здесь. Чаще морские воды, гора, долина, пески, право духовной свободы проносятся с воплем тоски. Сквозь тело мое навылет
не задерживаясь в крови, но в крылья кто кровь не выльет, только из-за любви. Ибо я, окруженный адом, ожерельем стальных колец, неистребимым смрадом тюремщика, я жилец, каземата, как дух Господень, весел, высок, свободен. Я весел, высок, свободен, только из-за любви. Говоря иными словами, мне попросту наплевать на мир, придуманный вами, решетка, стена, кровать. Где острог для улыбки? Для голоса где стена? Ты вдали, как смерть, одинока, там без меня одна, ощущая в руках уродство, приговора меня к тюрьме, в тех руках, где свобода бьется, прижимая меня к тебе. Там на воле, в раю, пригодном для расправы людей с людьми. Ощути же меня свободным только из-за любви. А потом вот здесь это в книге, это у меня сборник испанской поэзии, здесь Хименес, Мачадо, Гарсия Лорка, Альберти и Эрнандес. Дальше идет из последних стихотворений, последняя подборка, здесь всего 10 стихов. Уже, то, что, конечно, ни в какой сборник не вошло, да. И вот здесь есть одно стихотворение, оно называется «Луковая колыбельная». Оно посвящается сыну после письма от жены, в котором она писала, что питается только хлебом и луком. Это вот в дополнение ко всем ужасам, да, еще знать, что твоя любимая, твоя жена с младенцем, они, такой голод страшный, что хорошо, когда они находят луковицу, хлеб и луковица, и все. Там луковый иногда суп варили, да, какую-то похлебку, как-то это, вода просто с луком. Такое питание. Здесь тоже стихотворение пронзительное. Начинается: «Лук — это иней, бедный, холодный, и не дней твоих детских и моей ночи. Лук — это голод, круглый, огромный, снегом запорошенный. В колыбели голодной сыночек качался, луковой кровью сыночек питался». Но что в характере Эрнандеса, даже в этом таком пронзительном стихотворении постоянно появляется много радости, света и солнца. Например, одна из строф: «Смейся, соловушка, дома родного», это он ребенку, «смех твой над миром сияние новое. Смейся, мой милый, так, чтоб душа моя в воздухе билась. Смех твой дает мне крылья свободы, рушит тюремные темные своды, и на губах, где он тает, сердце мое пылает». Действительно, младенец, он же еще даже не понимает, какой ужас вокруг, да? Он иногда и смеется. Вот только отец этого не видит. Какие-то воспоминания есть, наверное, до того, как он в тюрьму попал. А потом вот два последних стихотворения. Предпоследнее — это «Вальс влюбленных неразлучных навеки», на которой я песню делал. Мне просто с детства, с юности нравилось это стихотворение, и я ходил его напевал, мелодия пришла, да, такая простая, и вот я с этого песню сделал. Там я видел в комментариях, кто-то писал, мол, ничего не понял. Что тут понимать? Тут стихотворение, и песня о том, о человеческих отношениях, о любви, о братстве, о таких отношениях, которые, все тяготы выдерживают. Что иногда под гнетом событий, да, нам хочется закрыться в это, изолироваться в депрессию. Но настоящие такие, что ли, солнечные люди. А что значит солнечные, да?
Это вот словно синонимы: солнечное и братство. Одиноки гонимы, скорбью неисцелимой, новогодий и весен, безысходностью круга, были светом горящим, пылью неистребимой, безоглядно, бесстрашно, обнимая друг друга. И здесь мы говорим не о самой поэзии, не о ее качестве, тем более мы в переводе читаем, а о живом человеке, который заточен в тюрьме, приговорен сначала к смертной казни, потом к 30 годам заключения, который уже одного ребенка потерял и знает, что жена с ребенком от голода сводят концы с концами, который болен туберкулезом. Ну и понятно, что отношение нацистов и фашистов к нему тоже там не очень. И тем не менее он пишет жизнеутверждающие вещи. И мы не можем этого человека обвинить, что он, знаете, жизни не видел. Потому что иногда, часто такой личной истории совершается манипуляция, что вот и в комментариях там, да, ребята писали под видео с площадки TED, что, ну и что то, что человек рассказал ужасную историю, да, и то, через что ему пришлось пройти, это зачастую, ну, такой ход, да, это действует на подсознание так, что, ну, да, значит, уж он-то что-то понимает в жизни, вот его надо послушаться. Но это тоже не всегда так. Опыт не всегда равен знанию, не всегда равен мудрости. Тогда как здесь мы видим человека, ну, который, безусловно, там, переживал страшное отчаяние, но он продолжает бороться. Это его личный подвиг. Он продолжает бороться, он не сдается до конца. Он вот как был жизнелюбивым, жизнеутверждающим, жизнерадостным поэтом, таким он и остается до конца. Потому что характер человека не изменить. Вот если человек в глубине он солнечный, если вот он как-то даже бессознательно он пронизан, пропитан духом братства, любви вот к человечеству, в нем есть эти идеалы, что все мы братья, вот его ничем не сломить. Это везде будет сквозить. Даже в этой лунной колыбельной, даже там есть красота, солнце, радость, смех, все, что над этим, над бренным миром сияет, да? Как это у Соловьева, у Владимира, кажется, стихотворение такое замечательное есть. Ну, такой философ религиозный наш. «Неподвижно лишь солнце любви». Кажется, солнце любви оно называется. Такое, как духовное солнце, да, которое всегда сияет. И вот последнее стихотворение «Вечная тьма» называется. Казалось бы, куда, да, депрессивней. Ну, давайте послушаем Мигеля. О чем он нам здесь говорит? «Веривший прежде, что свет будет мой, ныне в плену я у темени грозной. Мне не испить уже ласки земной, солнечной ярости, радости звездной. Кровь моя неуловимо легка, светом скользит по артерии синей. Только зрачкам ни глотка, ни глотка. Тьма озарять будет путь им отныне. Мрак без конца, ни звезды, ни луча. Отвердеванье, одеревененье. Душно. Внести задохнется свеча. Выворот рук и корней и терпенья. Скорби мрачнее, свинца тяжелей. В черном зубов белизна захлестнется. Лишь темноты облепающий клей. В теле, в заваленном глыбой колодца. Тесно мне, смех угасает во рту. Ввысь бы рвануться, не ноги, две гири, словно резиновую черноту. Сердцем, дыханием никак не расширю. Плоть не отыщет защиты ни в чем. Дальше ночная беззвездная бездна. Кто или что в ней мне будет лучом? Искру и ту в ней искать бесполезно. Только огонь кулаков и 100 уст, страха оскал, без конца только буду слышать стеклянный разломанный хруст пальцев и скрежет зубов отовсюду. Не разгрести мне, не вычерпать тьмы. День почернел над моей головою. Кто я? Тюрьма. Я окошко тюрьмы перед пустыней беззвучного воя. Слышу распахнутый в жизнь, как окно, будни тускнеющие в отдаленье. Все же в борьбе лишь добыть мне дано
свет, повергающий тьму на колени. Вот на такой светлой, жизнеутверждающей ноте, через тернии к звездам, я бы мог закончить, но тоже хочется чтобы все люди понимали, что все вот эти вот тренинги, гуру, коучи, они просто спекулируют на эмоциях. Давай, заряди меня, дай заряд, и потом ничего. И ничего не меняется. Потому что изменить что-то можно только разумом, только мыслью, только светом интеллекта. И развиваясь, мы о сердце, конечно, не забываем. Да? Мы обретаем любящий разум. Это не холодный, не расчетливый, не эксплуататор, не калькулятор. Но нужно об этом не забывать, что мысль сильнее и выше эмоций. А эмоция ничего не значит. Это просто приятно, это удовольствие. Это лежать на мягком, сосать сладкое и слушать приятно. И ни к чему это, в гроб эмоции только заводят. И все. И никуда больше. И без разницы они, хорошие они или плохие. Эмоции должны знать свое место. И все. Тогда нормально. Когда они не на пьедестале, да, не на вершине. Поэтому нужно понимать, что чем хороша ЖЗЛ, там люди разные. Но это не значит, что их творчество прям оно полезно. Человек мог мучиться, человек мог быть психически нездоровым. Он мог писать какие-то ужасные вещи, как вот эти экзистенциалисты, да, всякие там, Кафка там, еще что-то. Ну и куда вы? Начитайтесь, еще вас хлеще ввергнет, да? Отчаяние умножит. Тут тоже надо уметь это разделить. Где декаденс, а где золотой век, где античные идеалы. Вот почему и в гимназии я всегда говорил, что серебряного века у нас не будет. В телеграм-сообществе гимназии. Совсем не потому, что там нет интересных людей. Я и сам люблю многих людей, и их биографии из Серебряного века. И сострадаю им. Да. И, люблю, и надо почитать. Да вот даже в гимназии все-таки мы проходили, да, когда Врубеля, его биография, это же вообще... Вот, действительно, как там Александр сказал, хорошо. Персонаж Достоевского просто. Только в реальности. Но нужно уметь различать. Одно дело любить людей, сострадать и изучать их жизнь. И другое, действительно считать, что это как-то тебе поможет. Потому что помогут идеалы античности. Это идеалы здоровья и физического, и психического. Это высокие идеалы. А они потом так и называются. Почему Ренессанс? Да, это возрождение античности. Пушкин, он весь пропитан античностью. Вот почему он, как солнце, да, что ли, он, в принципе, полезен всем. Хотя он, умер совсем молодым, и его произведения зачастую, они, даже лирика, да, это еще, что называется, не то, да, это незрелая мысль. Но сам его гений, он солнечным был, и этим все пропитано. Вот этим жизнерадостностью, жизнелюбием. Хотя его биография, как непроста. Это нам сейчас кажется, что такое солнышко жило счастливое, да, и молотило стихи без конца. Представляете, в то время быть темноватым кожей. Он что там, когда на светских этих балах проходил, ему в спину шептали: «Ох, смотрите, смотрите, это же великий гениальный поэт пошел». А может быть, там говорили: «Смотри, опять этот черножопый пришелся. Как только Наташка-то за такого вышла». Вы бы вообще прожили, смогли бы жить с таким грузом с детства и оставить любимому, родному народу своему, который, может быть, тебя не всегда таким считал, такое великолепное наследие на века, на тысячелетия? Поэтому, конечно, нельзя забывать этот античные идеалы, свет разума, и всегда можно найти каких-то философов. Потому что есть такое мнение, да, о философах, что это, что-то сложное, но это все, это действительно, мы еще о таких философах, наверное, скоро на канале поговорим, на примере Иммануила Канта.
А вот если вы древних греков или римских мыслителей откроете, там классно. Там очень много у них простых и лаконичных афоризмов таких, житейских. Вот философы-стоики даже, да, например. Или какие-то деятели, вот такие, как Тацит. Не обязательно читать их вот эти бесконечные какие-то там трактаты, труды, но всегда можно найти такая короткая биография о них, да, и их цитаты, там, крылатые. Вот просто для примера. Например, Тацит, это древнеримский историк был. Чем реже удовольствие, тем оно приятнее. Какая хорошая мысль. Это не просто мысль, да, это практично. Настоящая философия, как философия, любовь к мудрости. Упражнения рождают мастерство. А не просветление, не какой-то там волшебный ключик, не какой-то коуч. Занимайся, да? Упражняйся. И ты достигнешь мастерства. В чем угодно. Но без упражнений мастерства не бывает. Не бывает такое, что я вдруг проснусь завтра, вот что-то очнусь, какое-то прозрение, озарение, и я теперь уже сверхчеловек. Сенека, да, например, римский философ-стоик. Некоторые его фразы. В своей жизни всегда держи удар. Век живи, век учись тому, как следует жить. Величие души должно быть свойством всех людей. Все не наше, а чужое, только время наша собственность. Войдя в наш дом, пусть дивятся не обстановке, а нам самим. Всякое наслаждение достигает высшей силы в последний момент. Поэтому из возрастов самым приятным должен считаться старческий, а не зрелый. Если бы на Земле существовало только одно место, откуда видны были звезды, к нему бы отовсюду стекались люди. Если ты не можешь изменить мир, измени отношение к этому миру. Жить значит бороться. Жить значит мыслить. Жить следует так, чтобы можно было злейшему врагу доверить все, что у тебя на душе. Истинное мужество заключается не в том, чтобы призывать смерть, а в том, чтобы бороться против невзгод. Кто не знает, в какую гавань плыть, для того нет попутного ветра. Никогда счастье не ставило человека на такую высоту, чтобы он не нуждался в других. Необходимое всегда легко приобрести, и только для избытков приходится трудиться в поте лица. Они нуждаются, обладая богатством, а это самый тяжелый вид нищеты. Сильнее всех владеющий собой. Как видим, и в античности преобладают что? Какие идеалы? Да везде борьба. Каждый мудрый человек говорит, да, жизнь — это борьба, это битва. И куда важнее, не как Рокки, да, говорил, кажется, в 5 части своему сыну, важно не с какой ты силой бьешь, а какой силой удар держишь. Ну а если упал, через сколько ты встанешь? Вот уже на этой по-настоящему позитивной ноте, что жизнь — это борьба, жизнь — это бесконечное молотилово, а космос — это армия, так что не расслабляйся, сынок, да? И закончим этот подкаст. У меня именно прям накипело тогда, когда я посмотрел вот это видео, да, и у меня никаких претензий так к женщине. Там она психиатр, да, она оклемалась, она зарабатывает деньги, уча людей теперь как вылезти из глубочайшей депрессии, заменяя колу на диетическую колу. Хорошо, это их путь. Но глядя на вот эту аудиторию, которая сидит там, все это слушает и все сильнее же гипнотизируется той идеологией, тем мировоззрением, которое их и вгоняет, которое к этому их и привело. Но тут, конечно, я решил, что однажды сделаю такое видео, но в каком-то смысле, как видеоблогер, я из таких тем уже вырос.
И было жалко, да, что они пылятся в заметках. Ну и вот подкаст становится спасением, новым воплощением этих идей, каких-то моих заметок, моих чувств. Вот так вот правильно сказать будет, моих чувств. Спасибо, что слушали этот подкаст. Спасибо тем, кто поддерживает это направление на моем канале. Спасибо Виталию Филимонову отдельно за уфологическую руну Кёнигсберг 51, которая красуется и на обложках подкаста, и в подкасте как-то, как сказать, сияет, да? Сияет и освещает нам всем путь жизненный. До новых выпусков. Всего доброго.